8 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться. Какой бы выбор мы ни делали, в жизни всегда найдется тот, кто посчитает себя вправе осудить или указать, как было бы правильнее. Пора перестать обращать на это внимание и избавиться от чувства вины за то, как мы устраиваем собственную жизнь. Представьте ситуацию. Вы заказываете латте без кофеина, а вам приносят двойной эспрессо. Что вы скажете? Простите, но это, кажется, не совсем то, что я заказывала, верно? Только вот слово «простите» лучше убрать. Недавнее исследование показало, что женщины извиняются чаще мужчин. И не потому, что мы более вежливы. Дело в том, что общество десятилетиями насаживало чувство вины за то, что у нас вообще есть свое мнение или желания и потребности. Пора перестать просить прощения за то, что мы существуем, и за то, какой выбор делаем. Никогда не извиняйтесь за. Никогда не извиняйтесь за свой любовный статус. Быть свободной, не одинокой, а именно свободной, не преступление. Как бы часто не намекала на обратное ваша мама, вопрошающая, когда же наконец она увидит вас в белом платье. И если у вас есть партнер, и вы по каким-то причинам не хотите вступать в официальный брак, это тоже не преступление. Без штампа в паспорте вполне можно жить, наслаждаясь обществом друг друга. А возможно, вы замужем и счастливы в роли домохозяйки. Это не менее достойный выбор, чем любой другой, если вы довольны и чувствуете себя на своем месте. В общем, каким бы ни был ваш статус на Facebook, ваша личность не определяется ситуацией на личном фронте. Неважно, кто и что об этом думает. Это ваша жизнь, и жить ее вам, а не маме или подругам, которые уж точно знают, как надо. Никогда не извиняйтесь за то, как вы используете матку. Да, простите за прямолинейность, но именно так это и называется. Родители утомили намеками, что хотят понянчить внуков, в то время как вы твердо понимаете, что материнство не ваш путь. Вы имеете на это полное право и не обязаны за это оправдываться, даже если через 10 лет передумаете или не передумаете. А может, вам твердят, что всего лишь одного ребенка рожают только эгоисты? Или подруга с пеной у рта доказывает, что земля перенаполнена и рожать третьего ребенка чистое безумие? А вы-то хотите 5? Это только ваш выбор. Рожать или нет, как часто рожать, сколько раз рожать, касается только вас. Быть родителем – пожизненный выбор, и не стоит принимать такие решения в угоду чужим убеждениям. Никогда не извиняйтесь за то, как вы воспитываете детей. В вашем доме не соринки, дети чистые и опрятны, собака не лает и выполняет все команды, а кто-то из друзей все равно обронил. У настоящих мам такого порядка не бывает. Или ваш ребенок смотрит мультфильм, пока вы решили на 10 минут расслабиться за чашкой утреннего кофе, и вы испытываете вину, ведь хорошая мать занималась бы сейчас развитием ребенком, а не включала ему мультик. А может, вы втайне не можете дождаться дня, когда дети наконец-то вырастут и покинут родительское гнездо? Как бы там ни было, не ругайте себя. Вы делаете все, на что способны. Никто не может сказать, что такое быть настоящей мамой. Поэтому вы и есть настоящая мама, какая есть. Никогда не извиняйтесь за то, как вы краситесь или не краситесь. У вас уходит час на то, чтобы сделать макияж, вы постоянно смотрите видеоролики, в которых бьюти-блогеры учат прекрасному. Или, возможно, вы можете выйти из дома через 10 минут после того, как прозвонил будильник, и считаете, что сегодня отлично выглядите. А может, вы идейный сторонник естественности во внешности? В любом из случаев это исключительно ваш выбор. Тратить половину зарплаты на косметику или отказаться от нее вообще – не преступление против общества. Если сложный и необычный макияж поднимает вам настроение, продолжайте в том же духе. Если верите, что нет ничего прекраснее того лица и цвета волос, которыми одарила вас природа, вы молодец. Главное быть уверенной в своем выборе и не считать нужным за него оправдываться. Никогда не извиняйтесь за то, как вы одеваетесь. Предпочитаете ли вы джинсы с футболками, влюблены в дизайнерскую обувь или преданы строгой классике? Это никого не касается, даже того, кто с упорством, достойным лучшего применения, твердит: женщине в твоем возрасте не стоит так одеваться. Выбор одежды отражается на самочувствии. Какой стиль позволяет вам почувствовать себя королевой мира? Косуха и сапоги? Отлично. Платье в пол и шпильки? Прекрасно. Сделать выбор можете лишь вы сами, но никак не родители, друзья или бабушки у подъезда. Ваше самоощущение гораздо лучший ориентир, чем модные советы. Никогда не извиняйтесь за то, как выглядит ваше тело.
Вы можете гордиться кубиками на прессе или любить пышные бедра. Что бы вам ни показывали весы, какой бы размер одежды вы ни носили, это не определяет вашу личность. Это относится к длине ног, размеру и форме груди, выступающему или плоскому животу. Никто не имеет права осуждать за то, как вы выглядите в купальнике или без него. Важно лишь то, комфортно ли вам в вашем теле. Никогда не извиняйтесь за ваш возраст. В современном обществе слишком много правил, которые указывают женщинам, что им можно и нельзя делать с внешностью и возрастными проявлениями. Но кто придумал эти правила и обязаны ли мы им следовать? Как это делать, если они противоречат друг другу? Ответ прост. Никак. Если нас заставляют выглядеть моложе своих лет, это подразумевает, что мы должны стыдиться естественного процесса старения. Если нас принуждают соответствовать возрасту, это значит, что мы должны стыдиться желаний и возможностей сохранить молодость как можно дольше. И то, и другое – дикость. Опыт показывает, что сохранить молодость духа можно и в 90 лет. Все дело в том, как живете вы и как относитесь к жизни. А если думаете, что вам не помешает укол ботокса, никто не имеет права вас за это осуждать. Никогда не извиняйтесь за маленькие удовольствия. Кто-то не может начать день без кофе Старбакса. Кто-то раз в 2 недели делает педикюр. Кто-то спит и видит новый штамп в загранпаспорте. И всегда найдется тот, кто скажет: «Не понимаю, зачем ты тратишь на это столько денег». Если вы не влезаете в долги ради этих удовольствий, и они дарят вам радость, продолжайте делать то, что нравится. Жизнь коротка, и мы постоянно сталкиваемся с трудностями, так что мантру «порадуй себя при первой же возможности» стоило бы усвоить всем без исключения. Согласны? Дорогие женщины, перестаньте расходовать ценную энергию на оправдания и объяснения, которые не обязаны делать. Любите себя и будьте счастливы.